Сегодня мы презентуем, первичная такая презентация, на самом деле заявим уже о создании политической партии, о начале создания политической партии. Мы 25 числа в Крокус-Сити. Мы это по-своему оформляем, но это наша эстетика. Мы считаем, что если мы думаем о чем-то серьезном, это подлежит и соответствующему оформлению. Предположим, когда пишется какой-то ученый труд, резонно его однажды увидеть в библиотеке в кожаном переплете, если он этого достоин, либо он представляет из себя какое-то явление, определившее или повлиявшее на течение в дальнейшем науки. Вопрос довольно обширный. На первых порах это могло выглядеть экзальтированно, но так должно быть. То есть вот эта вся политическая формальщина, партии от выборов до выборов, иллюзия вместо какой-то общественной деятельности при наличии просто в человеческом сообществе людей, у которых вот эта общественная жилка развита, и такие люди должны присутствовать в обществе в той же мере логики, как и зубные врачи, предположим. У кого-то это есть, у кого-то этого нет. И вот те, у кого это есть, это природный талант, нужно направить в какое-то позитивное русло, причем не смущаясь предложенных обстоятельств. В данный момент обстоятельства таковы. Россия, 21 век, довольно смутное время, неопределенное. Все знают, чего не хотят, но никто не знает точно, чего хочет. Наше общество знает, чего хочет. У нас разные великие интересы, потому что в свое время оно возникло, используя информационный повод доктрины 77 для общения друг с другом. Это просто платформа, и ничего более. Истины не может быть в своей заключительной мере, кроме как вот во Христе для меня, как христианина. Что касается политического какого-то движения, истина эволюционирующая вещь. Сегодня мы живем так, завтра мы будем жить в эстетике фильма «Пятый элемент» или, я не знаю, возвращаясь к Оруэллу, все что угодно может быть. Но мы думаем над этим, мы не стесняемся быть в каких-то вопросах наивными, потому что нельзя достичь универсального знания, не наткнувшись на препоны на собственной дороге. То есть нельзя это создать, не пользуясь собственным опытом, поскольку нам такого опыта предоставить никто не может. Это структурно новая организация, и мы надеемся, что это не будет формальной организацией. Поэтому будем смотреть, будем вместе работать. Ничего, кроме как предложить присоединиться к нам, России мы предложить не можем. В данный момент мы присутствуем при таком довольно уникальном событии. Это сочетанием довольно светского сообщества, построено, опять же, на принципах вот таких ролевой архитектуры, с православным течением георгиевцы, имеющим представительство в тысячах храмов. И, в принципе, в основе своей деятельности несущие просвещение. Сейчас появился новый предмет, основы религиозного образования и светской этики. Никоим образом нельзя допустить, чтобы это стало формальным предметом. Мы рискуем просто поставить на промышленную основу цинизм собственных детей. Каждый, кто будет преподавать, от каждого, кто будет преподавать этот предмет, в гораздо большей степени, чем от остальных педагогов, зависит, каким вырастет человек. Вырастет он ли желающим сделать мир лучше, а, соответственно, двигающийся путем свойственным человеку настоящему, или закисающим вот абы как. Все вокруг приучает нас ко второму, но мы думаем, что эволюционировать можно только следуя первому правилу. Надо плыть, как карп японский, против течения. В силу того, что я облечен в священный сан, я не могу заниматься политической деятельностью. Милостью Божией и благородством людей, составившим такую верхушку этой организации «Коалиция неба», это коалиция маленьких союзов, маленьких по определению, поскольку это удобно, это матричная модель такого сообщества, новое, биологически развивающееся.
использующие всю наработку современных политтехнологий, всего, что в обществе общественной жизни как-то может нам помочь и облегчить работу с людьми. А эти люди, осознавая ситуацию, что я не могу заниматься этим напрямую, это будет же политика, предложили мне стать духовным лидером этого движения. Я счел себя, естественно, недостойным, потому что это каждому здоровому человеку должно быть естественным, так же, как и не любить собственное изображение на экране. Зарабатываешь ты этим или нет, но это факт. Вот что-то в нас есть, то, что в нас сдерживает гордыню, а, соответственно, сохраняет нам здравый смысл. Но, тем не менее, если это люди, взрослые люди, психически адекватные люди, социально активные люди, желающие добра окружающему и жертвующие своим временем, на деятельность в организации предлагают такой волей-неволей, ты должен это сделать, поскольку началось как бы с меня. И я воспринимаю это как обязанность перед сообществом, перед обществом 77, перед коалицией «Небо» и перед будущей партией коалиции «Небо», уже вот сложно структурированной из двух течений. Одно общество 77, второе георгиевцы. Вот, кстати сказать о георгиевцах, это те люди, наверное, которые должны претендовать на роли тех учителей и педагогов, которые не просто объясняют, но еще и вдохновляют учеников. А все, что касается остального, непосредственно политической организации, непосредственно деятельности, вот на этом уровне, этим, конечно, будет заниматься Максим, он и осведомлен больше меня в этом. И вот тоже так же наши все единомышленники ему доверяют. Я хотел бы сказать о том, что после сентября 2011 года в регионах возникло огромное количество людей, которые поддержали доктрину 77. Мы сейчас в качестве общества 77 представлены практически во всех регионах. Это молодые люди, которым близка идея развития России и развития тех традиционных ценностей, которые веками создавались. Поэтому, когда мы буквально недавно встретились с георгиевцами, мы поняли, что для дальнейшего развития это, наверное, идеальный союз, потому что политическая партия, которую мы хотим сейчас основать, она в первую очередь нужна для того, чтобы участвовать в политической жизни, участвовать в политической деятельности и привлечь к этому тех людей, которые отстаивают действительно традиционные ценности для этой страны. Мы сейчас в более чем в 50 регионах занимаемся организационными вопросами по созданию партии, оформляем документы и считаем, что в ближайшее время и ближайшие задачи партии будут заключаться в том, чтобы социально активных молодых людей, которые, как я сказал, придерживаются традиционных взглядов для этой страны, привлечь к политической деятельности. Я думаю, что одно из отличий наших задач от остальных — это не решение сиюминутных вопросов, не дискуссия о каких-то персоналиях, а создание базы для того, чтобы на горизонте 5-10 лет привлечь к политической деятельности людей, для которых эта страна является родиной и для которых важно будущее в такой долгосрочной перспективе. Я готов рассказать что-то о георгиевцах. Скажу, что это общественная организация, объединяющая в основном православных людей, хотя есть и неправославные среди нас. Вот интересный факт, что крест Святого Георгия в свое время выдавался, а организация названа в честь Георгия Победоносца, выдавался и мусульманам, например, и некрещенным людям, хотя их во время Русской империи было практически не было. Георгий Победоносец — покровитель России, покровитель Москвы, поэтому, в общем-то, и мы выбрали такое название. Но что я хотел бы добавить принципиально, что да, действительно, и мы, и общество 77 занимается некой просветительской деятельностью. Отец Иван сказал, что имеет смысл какой-то учительской, может быть, деятельностью заниматься. Молодые люди действительно растут, и кому не им становиться потом педагогами в школах и так далее. Но политическая партия — совершенно конкретная история. Политическая партия создана для того, чтобы идти во власть, чтобы брать эту власть, чтобы работать во власти и так далее. Чем нам сейчас очень важно
вот этот союз, это объединение. Два пункта отмечу. Первый. Я думаю, как многие здесь присутствующие во время выборов в Государственную Думу не нашли той партии, против которой надо поставить галочку для себя. Да? Почему? Потому что палитра, которая сейчас представлена в Государственной Думе, не полная, там отсутствуют какие-то краски, там отсутствуют. В частности, вот то, о чем говорит Иван Иванович, для людей молодых, в хорошем смысле креативных, творческих, но в то же время ориентирующихся на некие традиционные ценности, там, например, так сказать, какой-то силы нет. Мы претендуем как минимум на вот этот сектор, с одной стороны. С другой стороны, мы, конечно, говорим о том, что когда мы идем сейчас во власть, будем говорить все-таки так, то есть сейчас очень важный переломный момент. Прошедшие муниципальные выборы, например, в Москве, показали, что те люди, которые пришли сейчас в муниципальные выборы, они зачастую далеки от тех интересов, которые важны нам. Поэтому мы будем стремиться там, на ближайших муниципальных выборах выставить своих кандидатов и действительно на всех уровнях до ближайших выборов в Госдуму еще 4 года, а на ближайших выборах мы уже будем работать. То, о чем говорил Максим Владимирович, действительно все готово для того, чтобы стартовать. У нас по новому законодательству, которое скоро вступает в деятельность, в общем-то, оно очень упрощено. Мы не собираемся выходить, как, может быть, какие-то другие силы там, с 500 человеками в списке. Мы выйдем в большинстве, а может быть, во всех регионах Федерации в качестве учредителей. И это будут десятки, а может быть, сотни тысяч людей, которые войдут в этот учредительный процесс. То действие, которое будет 25 числа в Крокус-Сити, о котором мы тоже сегодня говорим, как раз представляет и новый такой формат. У нас не будет какой-то такой какой-то закрытый, или вот как сейчас проходят съезды известных партий, огромные федеральные партии собирают съезды на 100 человек, 120, 150. Мы будем собирать стадионы на свои съезды, как это было в Лужниках, как это было в России, по регионам в России, как это будет в Крокус-Сити. Мы хотим принести некоторый новый, может быть, какой-то элемент или даже дух в эту партийную жизнь. Все устали от некоторых вот этих формальных историй, формальных партий, которые мы видим. Они непонятны. Поэтому мы, с одной стороны, да, мы знаем отца Ивана, которому верим, любим, это наш друг и наставник во многом. Мы ему доверяем, мы идем за ним и, так сказать, все, что вы видите, происходит достаточно творчески, но с другой стороны, это совершенно нормальная, серьезная, кропотливая работа, которая сейчас идет по созданию партии, и мы готовы явить не некий набор, так сказать, каких-то разрозненных людей с, может быть, какими-то такими актерскими, творческим началом, да? То есть нет, ни в коем случае, это реальный механизм со своими структурами, который готов серьезно влиять на процессы, которые происходят в России.